I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Маньяк, совершивший 3 изнасилования, 2 из которых с летальным исходом. Он был приговорен к смертной казни еще в СССР, но впоследствии, благодаря мораторию, Криштопе было назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. 3 августа 2020 года Владимир Криштопа вышел на свободу. Я напился, и когда ехал домой, эта женщина подсела. В общем, я на нее напал, избил ее, изнасиловал. А потом убежал, все. 17 июня 1995 года 22-летняя Киянова из Ростова-на-Дону поздней ночью возвращалась домой после встречи с друзьями. Она решила поймать попутку, чтобы побыстрее добраться. Ей повезло, девушка быстро нашла автомобиль, водитель которого согласился довезти до нужного адреса. Однако он предупредил, что в салоне машины находится еще один пассажир, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушку не смутил этот факт, и она согласилась доехать до дома в такой компании. Во время непродолжительной поездки попутчик обезумел. Он почувствовал сильное влечение к Кияновой и решил изнасиловать ее. Когда девушка беспечно вышла из машины, ее бывший попутчик последовал за ней. Она зашла в 5-й подъезд дома на улице Орбитальной и вызвала лифт. Преступник побежал вверх по лестнице, чтобы встретить Киянову у ее квартиры. Они одновременно оказались у дверей. Мужчина сразу же с силой ударил жертву в лицо, отчего девушка потеряла сознание. Маньяк перетащил тело на переходную площадку между этажами, раздел и изнасиловал. Во время надругательства девушка несколько раз приходила в сознание, пыталась встать, оттолкнуть насильника. На всякий раз преступник сильными ударами по голове возвращал жертву в бессознательное состояние. Девушка погибла от закрытой черепно-мозговой травмы со множественными кровоизлияниями в мозг. Маньяк выбросил всю одежду убитой в мусоропровод, а сам вышел во двор, где попытался угнать автомобиль, чтобы быстро скрыться с места преступления. Следующее преступление он совершил через 34 дня. На этот раз его жертвой стала случайная прохожая, 29-летняя Рогачкина. Мужчина действовал по отработанной схеме. Зайдя вслед за женщиной в подъезд, он побежал по лестнице. Мужчина встретился с жертвой уже тогда, когда она открывала двери собственной квартиры. Преступник нанес Рогачкиной несколько ударов по голове. После того, как жертва потеряла сознание, мужчина изнасиловал ее. Закончив насильственные действия, преступник обнаружил, что девушка все еще жива. Его охватила паника. Он стал переживать, что Рогачкина придет в сознание и даст показания полиции. Поэтому он решил задушить жертву рукавом куртки. Одежду девушки маньяк выбросит в мусоропровод, и единственное, что преступник заберет с собой с места преступления, это кассетный плеер. Чуть менее чем через 2 недели, в начале августа, маньяк увидит Татьяну Кузнецову и начнет за ней слежку. Девушка зайдет в подъезд дома номер 21 на улице Космонавтов. На этот раз преступник несколько изменил свой стиль поведения. Он заходит вместе с будущей жертвой в лифт сразу. Когда кабина лифта остановилась на нужном этаже, преступник нанес Кузнецовой несколько ударов по голове. Девушка теряет сознание, убийца перетаскивает ее на лестничную площадку и насилует. Татьяна несколько раз приходила в сознание, но мужчина с силой ударял ее по голове. В это время на шум вышел сосед. Увидев застрявшую между створками женскую туфельку, разбросанную по лестничной площадке косметику и следы крови, мужчина как можно скорее бежит вверх по лестнице, где обнаруживает раздетую Кузнецову без сознания и маньяка со спущенными штанами. Преступник попытался сбежать, но бдительный сосед закричал подросткам, стоявшим у подъезда, чтобы они задержали беглеца. Те не смогли этого сделать, однако парни проследили за маньяком и увидели, что он забежал в дом по улице Комарова. Насильник попытался скрыться в чужой квартире. Но благодаря подросткам полиция быстро вычислила, в какой квартире прячется преступник. Его задержали прямо в чужой квартире. Задержанным мужчиной окажется Владимир Криштопа. Потерпевшей Кузнецовой повезло. Маньяк не завершил начатое, и ей удалось выжить. Но у девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные раны и ссадины.
Родился будущий маньяк 6 апреля 1973 года в Донецке. Когда мальчик был еще маленьким, его родители переехали на хутор Красновка в Ростовской области, а затем перебрались и в сам Ростов-на-Дону. Отец мальчика был спортивным чиновником, а мать занималась научной деятельностью. В семье помимо Владимира был еще один сын. Родители Владимира были не слишком эмоциональны, но больше ничем не выделялись среди прочих счастливых семей. Владимир говорил: «Я сам из Донецка. Детство у меня было счастливое, как и у многих детей. Отец был спортивным чиновником, мама ученый. Конечно, немного хулиганил, но кошкам головы не отрезал. Даже из рогатки не стрелял по воробьям». Действительно, у будущего маньяка не наблюдались признаки психологических отклонений. Правда, в подростковом возрасте он получил травму головы. Впоследствии именно на нее Владимир спишет свои проявившиеся странности. Одним словом, ребенок рос в интеллигентной и образованной советской семье, в окружении любви и заботы. Мальчик не разочаровывал родителей. Быстрее других в детском саду он научился читать и писать, всегда отлично справлялся со всеми развивающими играми и головоломками. А в возрасте 5 лет воспитательница садика обнаружила, что у ребенка, ко всему прочему, еще и идеальный музыкальный слух. Естественно, в 7 лет Владимира записали не только в обычную школу, но и в музыкальную. Мальчик отлично успевал в школе, безо всяких проблем закончил музыкалку и всегда с удовольствием выступал на сцене. Ему нравилось, когда к нему приковано всеобщее внимание. Однако после окончания школы выбрал другое направление и пошел учиться на стоматолога. На дворе было самое начало 90-х, а Ростовская область никогда не входила в топ самых безопасных мест России. Закрывались предприятия, тысячи людей лишались работы и средств к существованию. Буквально на каждом углу устраивались вечеринки и открывались ночные клубы. Начиная с первого курса университета, Владимир стал злоупотреблять алкоголем и ходить по ночным клубам. Употребление алкоголя дошло до такой стадии, что наутро молодой человек совершенно ничего не помнил. В голове была пустота, и он не мог восстановить хронологию событий, но на руках откуда-то появлялись следы недавней драки. Друзья рассказывали ему, что он делал накануне, но память к Владимиру так и не возвращалась. Пару раз он замечал, что девушки при виде него разворачиваются и уходят из клуба или о чем-то долго разговаривают, стоя в углу. Расспросив друзей, Владимир узнавал, что провел с этой девушкой ночь, а на утро она с горькими слезами и следами побоев хотела пойти в полицию. Однако в интервью, уже будучи в заключении, Владимир расскажет: «У меня проблем с женщинами никогда не было. Самое интересное, что у меня была связь с женщиной за несколько часов до убийства. В те времена девчонки вешались мне на шею сами. Я думаю, что все мои проблемы с психикой связаны с детской травмой черепа. У меня просто другого объяснения нет». Со своей первой жертвой Криштопа познакомился в попутке, которую поймал после клуба. Девушка ему очень понравилась, но на все его знаки внимания Каянова не реагировала. Уже позже Владимир расскажет, что стало решающим фактором. Его обидело то, что девушка отказалась сесть с ним на заднем сиденье и всячески показывала пренебрежение. Симпатия моментально трансформировалась в агрессию. «Ловит машину посреди ночи и изображает еще что-то из себя», — говорил Владимир на допросе. После убийства девушки Криштопа почувствовал, что сделал что-то страшное и неправильное. Он стал судорожно оглядываться по сторонам, пытаясь придумать, что делать дальше. В конце концов, маньяк собрал разбросанные по площадке лохмотья, оставшиеся от платья девушки, сумку, туфли и выбросил все вещи жертвы в мусоропровод, а потом побежал прочь из подъезда. Было около 3 часов ночи. Здесь, вдали от шумных клубов, таксисты не дежурили. Ловить попутку показалось слишком хлопотным занятием, и Владимир стал оглядываться по сторонам в поисках машины, которую можно было бы угнать. Он нашел подходящий ВАЗ, взломал его, но не смог завести. Пришлось все же идти на дорогу и ловить попутку. Домой парень вернулся только под утро, дополз до своей кровати, и сознание покинуло его окончательно. Проснулся он через несколько часов. Родители сидели и пили чай на кухне. «Что это у тебя на футболке?» – спросил отец преступника, указывая на несколько маленьких бурых пятен. Владимир посмотрел на низ своей футболки и увидел пятна. «Подрался в клубе, со всеми бывает», – пробормотал он и стал судорожно думать, куда бы ему сбежать из города. Владимир уехал прочь из Ростова к родственникам и провел там около 2 недель. А потом вдруг осознал, что его никто не ищет и даже не собирается искать. Несколько дней он паниковал и строил план отступления, но поняв, что ему все сошло с рук, Владимир вдруг разозлился на себя за трусость и глупость. Уже через пару дней Криштопа вновь оказался в ночном клубе Ростова-на-Дону. В самом разгаре тусовки Владимир понял, что ему пора выйти на свежий воздух. Мужчина вышел на улицу, прислонился к стене возле клуба и закурил. Издалека маньяк заметил красивую девушку в наушниках. Девушка куда-то спешила и не замечала никого вокруг. Проходя мимо входа в клуб, она даже ускорила шаг.
Почему-то Владимира она ужасно разозлила. Мужчина крикнул ей что-то, но девушка его даже не услышала. Все ее внимание было сосредоточено на музыке, раздававшейся в наушниках. Девушка спешила поскорее добраться до дома. Владимир понял, что она его не услышала, и пошел за ней. Он хотел было ее окликнуть еще раз, но потом передумал, увидев, что девушка направляется к одной из 9-этажек на улице Космонавтов. Криштопа подождал, когда она зайдет в подъезд, а затем ринулся за ней по лестнице. На этот раз он внимательно прислушивался к звучанию лифта, чтобы не пропустить момент, когда он остановится. Криштопа действовал в точности так же, как и в первый раз, но потерпевшая от чего-то осталась жива после всего произошедшего. Владимир понимал, что если она пойдет в полицию, его найдут очень быстро, поэтому схватил куртку жертвы и задушил ее рукавом. После совершенного преступления Владимир упивался чувством безнаказанности и не паниковал. Через пару недель маньяк вместе с друзьями вновь отправится в ночной клуб, а после тусовки Криштопа в очередной раз совершит нападение на случайную прохожую. Для маньяка это преступление станет последним. Плеер, который Криштопа забрал у одной из жертв, стал основной уликой и связал нападение на Кузнецову с еще 2 убийствами. Криштопа продал его своему знакомому. Показания, косвенно подтверждавшие виновность Криштопы, дал и его отец. Мужчина рассказал, что в день убийства Кияновой сын пришел домой поздно, и на его одежде были бурые пятна крови. Я напился, и когда ехал домой, эта женщина подсела. В общем, я на нее напал, избил ее, изнасиловал. А потом убежал, все. И вспоминал, что я все-таки что-то натворил. Я так мутно вспоминал, так туманно. Чувствовал, что, не думал, что я убил. По итогам психолого-психиатрической экспертизы у Криштопа обнаружили органическую психопатию неустойчивого типа, осложняющуюся к тому же алкоголизмом. Психопатия неустойчивого типа – расстройство личности, при котором наблюдаются нестабильность эмоций, слабость воли и выраженные трудности при попытке привить социальные нормы. Привязанности к другим людям поверхностные, осознанное планирование жизни отсутствует. У психопатов часто наблюдается асоциальное поведение, криминальная активность, сексуальная распущенность и злоупотребление психоактивными веществами. Психопатия неустойчивого типа может развиваться под влиянием различных факторов или их комбинаций. Возможно органическое поражение головного мозга в результате заболеваний и травм в первые 2-3 года жизни. В этом случае нормальное развитие головного мозга нарушается и в дальнейшем проходит по искаженному пути, что влечет за собой нарушение формирования характера и личности. Когда я выпью, то есть, что я теряю рассудок. И это не то, что там слова какие-то, я действительно хочу от этого избавиться. Я бы с удовольствием от этого избавился, но никто меня от этого не лечит. В случае Криштопы именно травма в подростковом возрасте повлияла на формирование этого психического заболевания. Но все это не мешало маньяку осознавать тяжесть своих деяний. Согласно выводам экспертизы, во время преступления маньяк все же преследовал цель достичь сексуального удовлетворения путем изнасилования и нанесения жертве телесных повреждений различной степени тяжести. Также врачи сделали выводы и о характере подсудимого. По их заключениям, Владимир Криштопа – эгоцентричный человек, слабо способный к сопереживанию другим людям, агрессивный и необузданный. При этом во время совершения преступлений он не находился в состоянии аффекта. Сам же Владимир всячески отрицал слова экспертов. Мужчина заявлял, что совершал убийство и изнасилования практически в бессознательном состоянии и ничего не помнит, а к совершению преступлений его подталкивали некие голоса в голове. В трезвом состоянии у меня была абсолютно нормальная жизнь. Стоило выпить, и я становился другим человеком. Ничего не соображал, не помнил, не понимал. Большая часть того, что описано в моем деле, что я совершил, это мой совместный вымысел со следователем. Потом часть преступлений я вспомнил, рассказывал Криштопа. Я напился, и когда ехал домой, эта женщина подсела. В общем, я на нее напал, избил ее, изнасиловал. А потом убежал, все. Маньяк постоянно твердил о своей тяжелой болезни и просил помочь ему вылечиться. Однако врачи полагали, что все это не более чем форма психологической защиты и некая уловка, чтобы смягчить свою участь и показаться невменяемым. Никогда у меня даже мысли такой не было. Когда покидал место преступления, но я все равно не хотел, чтобы понимал Сашу. Я накинул рукавом куртки, ее куртка, Рибок. Вот. Я накинул и придушил ее. Вот. И ушел.
Я был... Ну, она умерла, да, я задушил ее. То есть это как я уже потом понял, что я ее задушил. Я не знал про его клинику, действительно, не знал. Но, скажем так, человек, когда он когда у него какие-то отклонения, допустим, алкоголизм или наркомания, в принципе, тут не... Вот алкоголизм. Алкоголик никогда не скажет, что он алкоголик. Он никогда не пойдет лечиться добровольно. 21 марта 1996 года Ростовский областной суд вынес Владимиру Криштопе приговор – смертная казнь через расстрел. Но вскоре в России был наложен мораторий на смертную казнь, и уже сидевшему в отделении смертников преступнику было назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые несколько лет Владимир отбывал наказание в печально известной тюрьме ИК-6. За время нахождения в ИК-6 маньяк был на хорошем счету у начальства. Владимир стал глубоко верующим, помогал на кухне и занимался художественной самодеятельностью. Именно он однажды сделал из папье-маше огромного дельфина, который так понравился начальнику колонии, что тот попросил покрасить его и поставить на видное место. В колонии в свободном доступе была краска лишь одного цвета – черного, поэтому дельфин стал черным. Вскоре скульптуру установили при входе в колонию, и ИК-6 постепенно стали называть «черным дельфином». Со временем скульптуру из папье-маше сменили на такую же, но уже из более прочного материала. Правда, сами заключенные главной тюремной достопримечательности не видят. Несмотря на то, что путь от автозака лежит мимо скульптуры, осужденных ведут на территорию колонии с черным мешком на голове. Делается это по двум причинам. Первая – дезориентировать осужденных и не допустить, чтобы те запомнили расположение объектов. Вторая – чтобы уберечь их самих. Вокруг колонии расположено несколько многоэтажных зданий, в которых могут расположиться снайперы. Не все родственники жертв считают пожизненный срок справедливым наказанием, а некоторые из арестантов знают больше, чем хотелось бы их сообщникам, оставшимся на свободе. Поэтому, чтобы потенциальный киллер не смог опознать свою жертву, на всех надевают черные холщовые мешки. После ИК-6 Криштопу перевели в ИК-56. Исправительная колония 56, более известная в народе как «Черный Беркут», находится на севере Свердловской области. Она скрыта от глаз глухим таежным лесом. Вокруг нее располагаются немногочисленные дома, в которых живут либо бывшие осужденные, либо сотрудники ИК. Большую часть времени маньяк отбывал наказание именно в «Черном Беркуте». Находясь в заключении, маньяк с сокамерником основал музыкальную группу The Euthanizer, стихи и музыку для которой написал сам. Затем к группе присоединились еще 2 арестанта. Но спустя время количество участников снова сократилось до 2. Группа играла в стиле романтического панк-рока, выступала для осужденных и сотрудников колонии. Иногда The Euthanizer выступали даже перед родственниками заключенных, которые посещали ИК-56 в дни открытых дверей. Вот какой комментарий дал Владимир по поводу своей музыкальной деятельности. Писать песни начал еще в университете, однако ограничивался только музыкой, текст писать не мог. В «Черном Беркуте» со мной сидели несколько ребят, которые писали отличные песни, решили объединиться и записали более 100 песен. В полосатом стою в окружении пятнистых в голове. У меня полосатые мысли. Я был трудным ребенком, стал трудным мужчиной. Видно, этому были мотивы, причины. Для всех полдень, и лишь для меня уже вечер. Наше творчество я бы назвал арт-рок. Мы рассказываем стихи под музыку, рассказываем истории людей. Сегодня, увы, коллектива не существует. Кто-то уже освободился, кого-то перевели в другую колонию. Разошлись дороги с ребятами. Причиной тому – человеческие слабости, – говорил Криштопа. За несколько лет The Euthanizer записали почти 100 песен, которые желающие спокойно могут послушать в свободном доступе. В текстах Владимир раскаивается, рассуждает о государственном строе, политике и о любви к женщинам. Уже просидел больше 3 лет, почти 4 года. Ну, не 4, там 3,5, грубо говоря. Вот, это, скажем, многие говорили о моратории в 2006 году, а у нас на коридоре стояли такие старички, которые там с 80-х годов работают. Они так говорили: ну да, помним мы тот мораторий при Горбачеве. Полный этаж забили. В каждой камере было по 3 человека. Неделя, и нет никого. Руководство колонии хотело даже отправить группу на конкурс среди заключенных «Калина Красная», но когда об этом узнало начальство в Москве, группе в участии отказали.
Несмотря на то, что выход на большую сцену не удался, у осужденного появились самые настоящие фанаты. Им нравились песни, и они писали Криштопе тонны писем, сравнивая в них Владимира с великими русскими классиками. Я живу не оттуда, я живу не туда. Только эта минута, сейчас и всегда. Только этим вдохом, только этим глотком. Как бы не было плохо, неизбежно потом. Только этим мигом, где есть ты и есть я, захлебнувшись криком: ты только моя. Все сейчас не важно, в мире нет тех слов. Только эта жажда, только наша любовь. Взяли в плен холода, слышишь, голова. В 2017 году Криштопа был переведен из тюрьмы «Черный Беркут» в город Рубцовск, в исправительную колонию особого режима номер 9. Находясь в заключении, Владимир дал комментарии по поводу своих преступлений и дальнейших планов. Вот что мужчина говорил по поводу своей преступной деятельности. «Меня приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство 2 женщин. Честно скажу, мне не хочется об этом говорить. Убийство я совершал в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Помню только некоторые фрагменты из тех событий, вспышки. Некоторые события потом восстанавливал вместе со следователем. Рассказал ему, где выпивал, складывал всю картину в одну мозаику. Каждый раз, когда говорю о случившемся, мне очень тяжело. На тот момент жил обыкновенной жизнью, учился в медицинском университете на стоматолога. Нельзя было мне просто пить тогда. Поэтому и поймали при попытке 3-го изнасилования. Очнулся уже в изоляторе. 25 лет сидеть. Какая может быть вообще психика после этого? Она просто в клочья разорвана. Даст Бог, приложу все усилия на свободе влиться в общество. Меня в Донецке ждет моя семья, мой брат. Про дальнейшую жизнь на свободе Криштопа говорит мало. Вернуться домой – мой единственный план. У моих родственников после Майдана отобрали все, а то, что осталось, даром никому не нужно. Наполеоновских планов не строю. Надеюсь, что смогу влиться в общество и не повторить ошибок молодости. Хочу просто отдать должное своей маме. Она ждет меня дома. Постараюсь помогать ей. Чем ближе конец срока, тем быстрее время летит. Раньше думал, что срок будет тянуться мучительно. Жизнь пролетает быстро. Мы тут живем, как в фильме «День сурка». На слово «маньяк» Криштопа сильно обижается. Он считает, что между ним и маньяком нет ничего общего, так как свои преступления он не помнит. Но при этом мужчина признал, что алкоголь лишь обнаружил его тайные сексуальные желания. Спустя 20 с лишним лет преступник согласился с психолого-психиатрической экспертизой. Также Владимир рассказал о своем ожидании смертной казни. «Я 4 года ожидал смертной казни. За это время многое переоценил. Ждал, что за мной придут. Обитатели тюрьмы жили по определенному режиму, и когда в графике происходили изменения, это означало, что кого-то поведут на расстрел. Именно ожидая смерти, я изменился». В 2020 году Владимира Криштопу выпустили на свободу. Он полностью отбыл свое наказание. Татьяна, жертва маньяка, выжившая после нападения Владимира, дала комментарий о его освобождении из тюрьмы. Как сложилась судьба Криштопа, я не знаю. Ему не присудили высшую меру наказания, и дело закончилось. После этого я ничего о нем не слышала. Я считаю изменение меры наказания несправедливым. Как можно выпустить человека, который убивал? Откуда уверенность в том, что он еще кого-то не убьет? Я бы пожелала ему того наказания, которое ему присудили изначально. Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, у Владимира Криштопы получилось вновь интегрироваться в общество? Или до нас еще не дошли новости о его новых преступлениях? Свои ответы оставляйте в комментариях.